Порой кажется, что о Великой Отечественной войне сказано уже все, но почему-то совесть гложет. Каждый раз, когда стоишь у памятника павшим на фронтах, сотни фамилий. Как можно рассказать все о их жизни, о их мирах, о их душах? Как можно оценить все, что сделано ими, если цена так высока? Мне казалось, что, сняв фильм «На северном рубеже», моя душа успокоится. Я выполню свой долг перед земляками. Но казалось, все наоборот. Старики сетуют на фильм, что опять мало сказано об оленеводах и о их вечном друге, северном олене. Они совершенно уверены, что без его участия здесь, на севере, они бы никогда не сломали хребет самому страшному врагу человечества – фашизму. Север – их дом, а олень для самов – это их смысл жизни. Отбери у самов оленя, и окажется, что ты отобрал у них все – и дом, и тундру, и язык, и культуру, и одежду, и еду, и наследство, ну в общем все. Олень для самов – это их брат, как и для других северных народов, которые воевали здесь, на Кольском полуострове, защищая нашу родину. Но давайте, хоть ненадолго вернемся к тем событиям той последней войны. Шел 1940 год. Решение о молниеносной войне против СССР уже принято. План Барбаросса утвержден, и в нем среди первых городов стоит наш Мурманск. 3 причины, по которым Кольский полуостров должен отойти Германии. Во-первых, наша страна лишается широких ворот в Арктику и Атлантику, а значит и самой быстрой помощи союзников. Потому что окно в Европу, как и в Черное море, уже давно запечатано. Во-вторых, немцы получают готовую военно-морскую базу в Кольском заливе против войны с Англией. И в-третьих, в распоряжении германской промышленности оказались бы огромные запасы недр Кольского полуострова. Мотивация захвата советского Заполярья у фашистов зашкаливает. Они бросают на Мурманское направление лучшие силы вермахта, горных егерей генерала Дитля. Его корпус Норвегия за 7 дней должен сломить наше сопротивление и овладеть не только городом Мурманском, но и Кировской железной дорогой. Герои Крита и Нарвика имели боевой опыт 2 лет войны. У их ног лежала уже вся Европа. Кроме того, в конце 40-х годов они проходили стажировку на нашем Северном Кавказе и хорошо знали нашу армию изнутри, ее уставы и внутренний распорядок. Если бы этим планом Гитлера суждено было сбыться, то ход войны мог быть совсем другим. Но Гитлер просчитался. У Сталина нашлась своя элита, которая состояла из коренных жителей Севера, самов и ненцев, карелов и коми, хантов и манси и, конечно же, русских поморов. Блестящие охотники и следопыты, они могли на большом расстоянии попасть белке в глаз, на медведя пойти с одной рогатиной. Ну а на лыжах они ходили не хуже любого тирольца. Эти люди не приучены отступать и никогда не дрогнут, какой бы ни был враг. А главное, север их дом. Ну а дома, как дома. Вот и нашла коса на камень. 3 года будут сверкать искры в холодном небе Заполярья. Никто тогда не хотел уступать. И все-таки не получилось у немцев за неделю взять наш Мурманск. И за месяц тоже. Тогда сюда, на фронт, зачистили высокие чины Генштаба и ставки Гитлера. Они не могли понять, почему их лучшие части рейха все еще не в Мурманске. Но скоро все они пришли к выводу, что здесь, на севере, против них воюют люди, сделанные из кремния и стали. Гитлеру пришлось отдать приказ за номером 36 от 22 сентября 1941 года о прекращении наступления на Мурманск и на полуостров Рыбачий. Новая задача для горных егерей состояла в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу горного комбината в Петсамо. Это бывшая наша Печенга, откуда Германия получала до 70% меди и никеля для своих военных заводов. Ну а Мурманск просто сжечь. Главной проблемой любой войны является надежное транспортное обеспечение передовых частей и тыла. В эпоху технического прогресса 20 века, как показала практика, самым надежным транспортом у нас в Заполярье оказались олени.
потому что им не нужны дороги. А вот немцам без дорог просто беда. В шоке и трепет впали немецкие генералы от наших дорог, а вернее, от их отсутствия. Дороги, указанные в немецких картах, оказались либо оленями тропами, либо просто линиями связи. Реально, всего одна, единственная дорога могла привести немцев от границы с Финляндией до Мурманска. Но зимой, из-за снежных заносов и по ней, движение могло встать на несколько дней. Мощные немецкие «Мерседесы» и «Магирусы» были просто бессильны перед нашей стихией и перед нашим советским автодором. Впервые олени-транспортные отряды использовались во время финской кампании в 1939-1940 году. Конечно же, они необходимы были для того, чтобы транспортировать грузы, доставлять боеприпасы к линии фронта и от линии фронта доставлять раненых. Многие ловозерцы участвовали в этой кампании, и колхоз «Тундра» предоставил 210 упряжек, 662 оленя. И как бы первый опыт у бойцов оленетранспортных отрядов появился именно после финской кампании. В самом начале войны их использовали только для офицеров связи, но затем стали использовать и как транспорт. Тогда-то и были разработаны основные положения по использованию оленей на фронте. Вот так наш северный олень и стал боевой единицей Красной Армии. В начале 1942 года войсковая разведка немецкой горной армии Лапландия установила, что в тылах 14-й армии противника появились части с загадочным названием ОТ, и порядковый номер дали. Немецкие штабисты ломали головы. У большевиков, видимо, сформированы особые танковые части, значит, готовится наступление. На самом деле, особыми частями оказались наши северные олени и их хозяева оленеводы. Первое время оленетранспортные отряды немцы всерьез не принимали. Они думали, что это просто кочующие самы. Зато потом, когда поняли, в чем тут дело, начали настоящую охоту на них. Главным врагом оленеводов стали немецкие самолеты, которые просто охотились на нашу северную кавалерию. Обнаружив свежий след нарт, немецкие летчики по этому следу догоняли упряжки и расстреливали беззащитных животных вместе с коверами. Их же попытки использования оленей финских саамов не принесли успеха, так как эти олени были вдвое меньше наших. В противовес нашим оленям горные егеря в первый год войны стали использовать как транспорт греческих мулов. По грузоподъемности они были примерно равны, но в остальном, конечно же, проигрывали нашим оленям. Во-первых, для них нужны хоть какие-то дороги или тропинки, которых у нас просто не было. Эти тропинки для них пришлось строить специальным саперным батальоном немецкой армии. Во-вторых, за грузовым мулом должен был идти еще один мул, который нес корм для первого мула и для себя. Но самое главное, что климат севера совсем не подходил для южных животных. И как результат, ни один из мулов не пережил своей первой зимы. Хотя немцы и не собирались воевать здесь так долго. В ноябре 1941 года уже действовали первые оленотранспортные отряды, которые были сформированы из оленеводов Мурманской области. Значит, призвали нас в сентябре 1941 года. Это вспоминает Акатов Степан Васильевич из поселка Чальные Вары. По Паною на лодках мы добрались до реки Сахарной. От реки Сахарной до Ловозера шли пешком по тундре. В лесу под елкой отдыхали, грели чай, кипятили. Шли со мной вместе 20 человек. Все самое здоровое, самое крепкое мужское население поселка Чальные Вары. То есть понятно, что началась война, всех мужчин забрали на фронт. И многие попали и в оленетранспортные отряды, а многие и в войска. В регулярные войска. А весь труд, конечно, по оленеводству и по хозяйству лег на плечи женщин, детей и стариков. Из далеких тундровых сел Ловозерского и Самского районов 200 оленеводов гнали мобилизованных оленей на железнодорожную станцию Полуозера. Здесь перед погрузкой вагоны каждому оленю спиливали рога для безопасности. До Мурманска оленей везли в закрытых вагонах для скота. Ночью, когда прекратились налеты немецкой авиации, все стадо на самоходных баржах было переправлено через Хольский залив на мыс Мишукова. Там формировались отряды. 2 из них оставили в 14-й армии под Мурманском, а 3 отправили в 19-ю армию под Кандалакшу. Каждый отряд самостоятельно добирался к месту службы.
В военных билетах наших каюров значилась специальность как ездовой оленевод. Костяк первых отрядов состоял из саамов, коренных жителей Кольского полуострова и коми-ижимцев, пришедших сюда со своими стадами оленей еще в XIX веке. К сожалению, Карельский фронт требовал гораздо больше оленей, чем могли собрать наши колхозы и совхозы. На помощь бормачанам зимой 1942 года должно было прибыть значительное подкрепление из Ненецкого национального округа и республики Коми. Всего 10 тысяч оленей и 1400 каюров с нартами и упряжью. На организацию сбора и тысячекилометровый путь оленеводам отводилось всего 5 недель. В приказе указывалось каюров направить в исправной собственной одежде и обуви, обеспечить продовольствием и фуражом до пункта назначения. В колхозах ускоренным порядком изготавливали для отрядов зимнюю одежду и обувь, покрывали камусом лыжи, а в мастерских промкомбината шили палатки и спальные мешки, а также изготавливали новые оленьи нарты. Для бойцов Красной Армии наши женщины шили теплую меховую одежду, которая более удобна в условиях крайнего севера, в условиях холода, мороза и пурги, которая сохраняет тепло и сохраняет боеспособность бойцов Красной Армии. Оленеводы воевали в Пимах, Малицах, Тоборках. Малица удобна тем, что она сохраняет тепло, и она и рукавички, и капюшон у нее пришиты вместе. То есть это не надо отдельно, в условиях холода человек не потеряет, не надо снимать, все будет вместе. Эта одежда пригодилась не только для бойцов оленеводов, но и для разведчиков. Разведчики в условиях, когда они находились в тылу, они не могли себя обнаружить. Нельзя было развести костер. А эта одежда сохраняла тепло. Она не перемерзала, она не превращалась в ледяной панцирь, как маскхалат. И для партизанов такая одежда была удобна. Огромная волна патриотизма прокатилась тогда по северу. Несмотря на обиду за раскулачивание и коллективизацию, оленеводы уходили на фронт добровольцами вместе со своими оленями. Действительно, уходили же с эшелонами лучшие, то есть немцы же уходили, по сути, как сказать, добровольно все, писали заявления, потому что их не гнали же на фронт. Вот, то есть их же раньше не призывали, они писали это самое заявление, что вот, просим нас тоже направить, кто писать это умел. Есть и в музее такие заявления, что это самое, хочу защищать свою родину от фашистского врага. Вот. Ненецкий округ остался без специалистов, без мужиков, и к тому же остался без ездовых оленей. То есть практически всех ездовых оленей увели. Вообще эшелоны формировались в разных населенных пунктах округа. То есть первые эшелоны формировались соответственно на западе, это самое в районе Канина Носа, то есть район Неси. Вот, это было просто, то есть канинские оленеводы выходили, уходили на Мизень, потом уже уходили на Архангельск, уходили через район Пиниги, Пинежский район сейчас в настоящее время. Потом формировался второй эшелон, уже формировались эшелоны в Пеши, Нижней Пеши. Так вот, эшелоны второй и третий, они были там формировались, за Тиманским кряжем. А четвертый эшелон, он формировался с этой стороны Тиманского кряжа. К каждому из 5 оленных эшелонов присоединяли команду призывников в количестве 50-70 человек. Это были не оленеводы, но в пути им пришлось освоить профессию каюра. Так что по прибытии на сборный пункт количество оленеводов удвоилось. Кроме самих оленей, первые каюры брали с собой и традиционные чумы для ночлега, и по 2-3 лайки для выпаса оленей. Правда, чумов на всех не хватало, и многим новобранцам приходилось спать прямо у костров под открытым небом, а ночи были очень холодные, до 40 градусов мороза и ниже. Потери в пути были большие, 222 оленя пали от истощения. Но они могли быть еще больше, если бы оленеводы выполнили жесткий график, предложенный военкоматом. У оленеводов был выбор: либо выполнить этот план движения и загнать оленей, либо сберечь их, но самим попасть под трибунал. Оленеводы решили сберечь оленей. За месяц 1000 километров пройти — это очень много. Вот. И олени должны были восстановиться хоть как-то. То есть в Рикосье там пастбище,
ну как, болото, ягельники, там очень много, вот именно как раз болото между Рикоськой и Северодвинском, вот, и олени там, они как восстанавливались, они должны были отъесться обратно, потому что огромное количество оленей, просто-напросто теряли форму, вот, и они должны были отдохнуть, откормиться по новой, вот, мобилизованные должны были научиться военному какому-то делу, потому что, оленеводы никогда не воевали, это, в принципе, коренные тундровые народы, они, что коми, что ненцы, они, они не участвовали в войнах-то раньше. Их нужно было дисциплине научить какой-то, обращению с оружием. Большинство ненцев не знали русский язык. Большинство из них не умело плавать, многие гибли на переправах. То есть они же держатся за оленя, плывут. Если олень вдруг тонул, то человек тоже тонул. Вот. С русским языком было плохо, с дисциплиной-то было плохо, потому что в тундре-то кто главный? Тот, кто старше, у кого опыта больше. Здесь же, в Рикосихе, к ненецким эшелонам присоединились и оленеводы из Коми, которые также шли своим ходом с берегов реки Ижмы. К 6000 оленям Ненецкого округа прибавилось еще 4000 из Коми. Вся эта северная кавалерия по железной дороге прибыла на Карельский фронт, где ее свели 2 оленолыжные ударные бригады, 5-ю и 6-ю, в каждой из которых было по 5 батальонов. Но 17 апреля 1942 года эти бригады переименовали в отдельно лыжные. Слово «олени» в названиях бригад уже не упоминалось для конспирации. Кстати сказать, прибывшие олени оказались лучше приспособлены к боевым действиям, чем наши кольские. Они были приучены к строгому стадному содержанию и кормились кучно, голова к голове, и от стада не откалывались. Поэтому пасти их было гораздо проще, чем наших оленей, которые привыкли к вольному выпасу. Отцы-командиры в своих подразделениях встретили оленеводов настороженно, потому что русский язык новобранцы знали плохо, а между собой говорили только на родном языке. О чем они говорили, ни политруки, ни командиры не знали. Оленей немцы считали вообще своей собственностью, а ведь так оно и было. Советская власть так и не смогла загнать всех немцев в колхозы, в отличие от спокойных самов и коми. Поэтому политруки и командиры старались разъединить оленеводов одной языковой группы, чтобы те не могли общаться между собой на родном языке. Но так было недолго. Как только оленеводы проявили себя в бою, все подозрения с них были сразу сняты. Наши оленеводы оказались не только патриотами своей страны, но еще отличными следопытами и стрелками. Работа в подразделениях была организована так. Едва стемнеет, как десятки оленьих упряжек отправлялись на передовую. Транспорты подвозили боеприпасы, коля и колючую проволоку для заграждений, продукты питания и теплую одежду, а на обратном пути забирали раненых и убитых. Для этой цели в некоторых батальонах стали использовать не обычные оленьи нарты, а самские лодочки-кирежи, которые были более удобны для раненых. Однажды нашим оленеводам довелось вывозить из снежного плена даже легендарную «Катюшу», которая отстала от своего дивизиона. Для этого оленеводы смастерили широкие лыжи и закрепили их на колесах автомобиля, а потом 4 упряжками доставили ее на боевую позицию и получили благодарность от командования. Отец у меня воевал на Ленинградском фронте, тоже в разведке. Прошел. Значит, он был призван в начале 1942 года. После тяжелого ранения в 1943 году находился в госпитале и охранял госпиталь до конца 1944 года. И в конце 1944 года был призван. Яков, самый старший у них, Алексей Яковлевич, также воевал на Карельском фронте в разведке. И он находился, у него действительно есть такие приключения, с которыми я только мог пообщаться все больше, потому что он прожил все больше. И вот, пообщался я более, и про войну он не рассказывал, ни один из них ничего такого серьезного не рассказал про войну. А уже в конце своей жизни Алексей Яковлевич рассказал свои истории, такие небольшие, как с ним приключения, которые с ним произошли на финской территории, когда они ходили в разведку.
И он очень хорошо отзывался о финнах, что они действительно мастера своего маскировки, мастера скрытности, то есть они маскировали очень как свои эти укрепления, которые невозможно было практически обнаружить. И вот одной из этих ситуаций, когда не могли они ничего с разведкой, вернулись практически с нулевым результатом, он подошел к командиру взвода разведки и сказал: давайте я поеду на оленей упряжке. Потому что иначе мы их не нашли. А попробуй, говорит, в открытую идти, в открытую. Что произойдет? Откроют они огонь или не откроют? То есть они могут понять, что пошли мы в атаку. И вот на оленей упряжке он поехал прямо на, не знаю, как эти укрепления или не укрепления, но он поехал. Финнов на тот момент подумали, что действительно начинается атака, они открыли огонь. В результате чего были зафиксированы все эти огневые точки и были уничтожены. В 1975 году, накануне 30-летия Победы, наши красные следопыты получили письмо от фронтовика Грошева Алексея Григорьевича. Вот что он пишет. «Привет с Урала. Здравствуйте, дорогие ребята. С уважением к вам бывший фронтовик Грошев Алексей Григорьевич. Я служил на финской границе пограничником в 82-м погранотряде на второй заставе, где и пришлось встретить войну. Я хочу найти ваших односельчан. Чупрова, он был бригадиром на райдах. Их было 3 райды. И было 2 девушки, Кобелева Марфа и Клава. А я был охранником грузов и райд. Ну вот, вышли, ваши земляки оказались очень выносливыми и очень смелыми людьми. В каких только переплетах они не были. На одном из озер, когда райда была как на ладони, на них налетели мессеры, немецкие самолеты, 9 или 12 самолетов, и стали на них пикировать и бить из пулемета. Им самим бежать нельзя, могут быть убиты. И райды бросить нельзя, ибо на райдах военный груз, который они везли на передовую. И так было не один раз. Если их найдете, то передайте от меня им низкий поклон. Я их до сих пор ценю. А они меня ценили тогда, в 1941 году. Чупров даже мне малицу подарил. Ну куда я с ней в военное время? До свидания, дорогие ребята. С приветом к вам, фронтовик Грошев Алексей Григорьевич. Ребята нашли всех 3 бойцов, которые были с Грошевым. Которые с Грошевым возили грузы. И одна из них, Клавдия, это была Галкина Клавдия Николаевна, которая пошла служить в оленетранспортные отряды за своим любимым, Юлиным Тарасом Степановичем. Тараса Степановича призвали в ноябре 41-го, и он ей писал очень нежные письма, в которых называл ее «любимая, дорогая Дроля, пишу и не вижу тебя». И Клавдия, конечно, не удержалась, пошла служить за ним, но служила в оленетранспортных отрядах не одна Клава. Служили и другие женщины. Это Фефилова Павла Игнатьевна, она воевала на Кандалакшском направлении, возила грузы на оленях. Это Терентьева, по мужу Юлинова Марина Васильевна, Захарова Матрена Алексеевна из села Каневка, Кобелева Марфа Дмитриевна, по мужу Захарова из села Лопарское. Все тяготы войны достались и мужчинам, и женщинам. И все выдержали эти трудные испытания. В конце апреля 1941 года началась самая трагическая операция всей войны на Карельском фронте. Немногим тогда суждено было выжить. Так сложились обстоятельства, что грубейшие просчеты в подготовке этого наступления усугубила еще и погода. Эта боевая операция была абсолютно неподготовленной. Не хватало ни личного состава для наступления, ни боеприпасов, ни медикаментов, ни продовольствия. Да и время было выбрано самое неподходящее. Апрель-май – это полное бездорожье на Кольском полуострове. Только-только прибывшие на фронт олени были сильно ослаблены. Весна для северной олени – это самое трудное время года. Истощенные из-за отсутствия полноценного корма, они еле стояли на ногах. То же самое можно сказать и о личном составе наступающих. Скудный солдатский паёк, состоящий из перловой каши блондинки, так ее называли сами солдаты, и 3 сухарей, никак не мог придать физических сил взрослым мужчинам, воевавшим на севере. Для решения этой проблемы в подразделениях создавались бригады рыбаков и охотников из числа коренных жителей севера, которые били дичь, диких оленей и лосей. Главный удар операции должен был осуществляться из района реки Западной Лицы силами 72-й морской бригады и 10-й гвардейской стрелковой дивизии. Но так как
Трехчасовая артподготовка не смогла подавить все огневые точки противника. Наше наступление захлебнулось. 6-я оленно-лыжная бригада прикрывала левый фланг нашего наступления. Ей пришлось вести тяжелые бои за высоту 341 с превосходящими силами противника. В районе озера Кильгиз 2 ее батальона попали в окружение. Шквальный огонь противника со всех сторон косил людей и оленей. Им на помощь была брошена 5-я лыжная бригада, но, к сожалению, было уже поздно. Да, оленеводы, их же называли арктические танки. Вот их бросили на штурм этой высоты. Это страшная высота, укрепленная, минометные точки, артиллерийские точки, пулеметные точки. И люди, которые вернулись, которые участвовали в том бою, которые выжили, их единицы, там, по-моему, с 6-й бригады, по-моему, 100 человек всего вышло. Вот. Так рассказывают, что кровь просто ручьями текла по следу от повозов. Вот. Как можно было на оленях упряжках штурмовать высоту, я что-то плохо понимаю. Оленей, их видно прекрасно, их самолеты за ними охотились, самолеты их легко найти по следам, то есть они оставляют там рисунки. На правом фланге нашего наступления в ночь с 28 на 29 апреля в районе мыса Пикшуев высадилась 12-я отдельная бригада морской пехоты. В придачу ей было выделено около 200 оленей и 75 грузовых нарт с кайорами. Подойдя к берегу, для быстрой выгрузки судно просто накренили на один борт, и все олени прыгнули в воду сами. До берега они добрались быстрее шлюпок. Когда прилетели немецкие юнкерсы, то на берегу залива уже никого не было. 2 мая бои приняли ожесточенный характер. С этих дней и до конца операции оленеводы уже не справлялись с доставкой раненых к берегу Кубы Западной Лицы. Погибших, к сожалению, не вывозили, хоронили прямо в снегу. На помощь оленеводам с полуострова Рыбачий было отправлено еще 100 оленей для подкрепления, но и они скоро выбились из сил. Такой был поток раненых. Один оленевод с поля боя мог вывести не более 10 человек. Раненого укладывали в теплую постель из оленьих шкур и привязывали к нартам, с тем, чтобы не потерять его по дороге. Конечно, было очень больно нашим бойцам прыгать по камням и ухабам, но это был самый быстрый способ попасть в госпиталь. 3 мая погода резко ухудшилась. Пошел мокрый снег, который превращал одежду в ледяной панцирь. Оружие тоже обледенело. Затем обрушился 8-бальный шторм, который продолжался более 3 суток. Плохо одетые, голодные, измотанные беспрерывными боями моряки стали замерзать без теплой одежды и горячего питания. Все их лыжи сгорели в кострах, но это спасало людей только на время. Холод и голод убивали бойцов быстрее, чем пули. Несладко пришлось и горным егерям. Своих убитых они складывали в штабеля для создания новых боевых позиций. Замерзшие и окоченевшие трупы хорошо защищали от пуль и осколков снарядов. Из-за непогоды ледяной панцирь наглухо спрятал от оленей их корм ягель. Ни рога, ни копыта не могли пробить его. Олени на глазах просто падали от голода. Теперь бойцам пришлось спасать оленей. Они саперными лопатками взламывали ледяной панцирь и вырывали руками ягель для оленей. Ветеринарная служба для спасения северной кавалерии прислала целый катер с рыбной мукой и овсянкой. Как говорили сами кайоры, олени сразу повеселели, и у них появилась даже жвачка. Лишь через неделю командование Северного флота прислало морякам полушубки и валенки, но одевать было уже почти некого. В ночь на 13 мая бригада морской пехоты была снята с мыса Пикшуев и отбыла на отдых и пополнение. Преследовать ее немцы не стали, так как сами еле стояли на ногах. Госпитали Северного флота были переполнены искалеченными и обмороженными бойцами. На сопках остались лежать сотни и даже тысячи тех, кому не суждено было выжить. Среди них погибло и много наших оленеводов. Общие потери апрельско-майской операции были несравнимы. Мы потеряли 15 тысяч убитыми, тогда как немцы только 3200. Если бы
Не героическая работа наших оленеводов, потери могли быть гораздо больше. В этой операции принимал участие и родной дядя моей жены, Валеев Константин Степанович. В наградном листе его записано, что он участник апрельско-майской операции, командир оленетранспортного отделения, и что он награжден медалью за боевые заслуги. А заслуги были такие: 47 тяжело раненых доставил он в госпиталь, а на передовую вывез 14 тонн боеприпасов и продовольствия. За просчеты командования 14-й армии Северного флота кровью заплатили простые солдаты и матросы. До сих пор наши поисковики находят останки погибших бойцов той операции и предают их земле. С лета 1942 года Карельский фронт стабилизировался, и началась окопная война. Главными действующими лицами стали снайперы и артиллерия. Высунуть нос из окопа означало мгновенную смерть. Доходило до того, что немецкие снайперы нашим солдатам не давали даже поесть. В сентябре 1942 года из остатков 5-й и 6-й лыжных бригад командование Карельского фронта срочно формирует 31-ю лыжную бригаду для диверсионных действий в тылу врага. Задача перед бригадой стояла такая: задержать многотысячный резерв горных егерей здесь у нас на севере и не дать фашистскому командованию перебросить их на Кавказ, где в это время решалась судьба всего нашего юга. На Кольском полуострове фронт не имел сплошной линии обороны. Между Мурманском и Кандалакшей находился участок, не занятый ни нами, ни немцами. Это позволяло нашим диверсантам проникать глубоко в тыл врага и наносить существенный урон противнику. Кто-то из мудрых людей сказал, что 3 человека в тылу врага – это больше, чем 50 перед ним. В объединенной бригаде таких партизан было не 3 человека, а целых 3000. С самых первых дней образования бригады на немецких позициях вдруг стали исчезать караульные и часовые. Как сейчас говорят, без шума и пыли. Командование 2-й дивизии горных егерей запросило подкрепление, но это не помогло им. Наши разведчики, в основном отличные охотники и следопыты, относились к врагу как к добыче. Они сначала изучали ее, а потом брали буквально голыми руками. 31-я бригада стала основным поставщиком немецких языков для штаба фронта. Главный удар бойцы 31-й бригады наносили по дорогам Финляндии. Подрывали мосты, линии связи, военные склады, уничтожали небольшие гарнизоны и захватывали пленных, а также документы. В этих рейдах участвовали и наши оленные батальоны. На упряжке ставились не только пулеметы и минометы, но и небольшие пушки. С такой огневой мощью немцы не были готовы встретиться на своей территории. Главным союзником наших разведчиков была ночь и плохая погода. Когда начиналась пурга, все знали, что пора собираться в поход по тылам врага. В этих рейдах участвовало от 100 до 1000 человек и столько же оленей. Особенно была неожиданна для немцев операция в канун Рождества 1943 года. В самый разгар новогодних праздников немцы получили незабываемые подарки от наших партизан. Попытка фашистов догнать и уничтожить диверсионную группу закончилась ничем. Опыт коренных жителей тундры позволял им незаметно приближаться к вражеским позициям и также незаметно уходить после выполнения задания. Они дрались, как львы, а улетали, как птицы. Собачьи упряжки для таких операций не годились. Свою задачу 31-я бригада выполнила полностью. Земля буквально горела под ногами оккупантов. Летели на воздух немецкие эшелоны и автомобили, уничтожались небольшие гарнизоны и опорные пункты, взрывались мосты и минировались дороги. В 43 рейдах было уничтожено более 4000 горных егерей противника. В штаб армии было доставлено 47 ценных языков. Все это сделало невозможным переброску многих дивизий горных егерей на Кавказ. Об этом доложил Гитлеру сам Эдуард Гитлер, командующий горным корпусом Норвегии. В октябре 1944 года 31-ю лыжную бригаду наградили боевым орденом Красного Знамени, но через месяц расформировали, как и весь Карельский фронт. Всех оленей передали в колхозы Мурманской области. Наши оленеводы заканчивали войну уже на других фронтах, где также проявили свою храбрость и героизм.
Оленьи упряжки стали основным и самым быстрым транспортом на весь период войны с 41 по 44 год. Северным экспрессом, так называл их Константин Симонов, доставили на фронт 17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов. Вывезли из тундры 160 подбитых самолетов. Доставили в госпиталь более 10 тысяч раненых. Защищая наш Мурманск, оленеводы Севера защищали и всю страну. Трудно себе представить, как бы сложились обстоятельства на других фронтах, если бы мы потеряли Мурманск и военную помощь союзников. Вот что сказал по этому поводу Анастас Микоян, председатель Верховного Совета СССР. Конечно, мы бы выиграли Великую Отечественную войну и без помощи союзников. Но тогда бы нам пришлось воевать еще год или полтора. А это миллионы и миллионы погибших. Возможно, поэтому Корейскому фронту выпала высокая честь открывать парад Победы в далеком 1945 году. Жаль, что в его составе не оказалось нашей северной кавалерии, наряду с легендарными «Катюшами» и танками Т-34. Первый и единственный памятник в России, посвященный оленетранспортным батальонам, был установлен в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа 23 февраля 2012 года. Власти округа учредили и День памяти оленетранспортным батальонам, который они отмечают теперь 20 ноября. Жаль, что у нас на Кольском полуострове, где воевала Северная кавалерия, нет такого памятника и нет такого праздника. Благодаря смелости и преданности славных воинов северных рубежей, завоевавших великой ценой право определять свое будущее, жизнь продолжается. Под мирным небом растут наши дети и внуки. Олень-герой, священное животное, остается главной ценностью, кормильцем, другом и защитником всех северных народов России.